Друзья, всем привет! Сегодня сниму маленький ролик вот для вас, обучающий. Вот решил, думал, не все умеют делать какие-то простые вещи. Иногда кажется, что все умеют, а на самом деле я вот сейчас обучаю человека и немножечко задумался, да, действительно есть люди, которые совершенно не умеют пользоваться программами. Например, программы Photoshop для каких-то базовых задач. В принципе, это не так сложно. И имея большой опыт в различных дизайнерских программах, 3D-визуализации и так далее, иногда нужно что-то сделать такое, чтобы, ну, как сказать, самое-самое простое. И, соответственно, это может вообще любой сделать человек, у которого есть программа или кому надо. Вот сниму небольшой ролик и, соответственно, как обучающий, вот такие простые элементы буду показывать иногда. Пишите в комментариях, что еще надо будет показать, и, соответственно, я буду делать это маленькими кусочками, собираются большие знания. Вот, размещать я это все буду на своем профессиональном сообществе. Здесь я собираю некоторое портфолио, какие-то работы по 3D-визуализации. Здесь вот описаны услуги, чем я занимаюсь. И, соответственно, мои работы, галереи работ. Когда мне заказы приходят, я их выполняю и, соответственно, стараюсь, если хватает времени, разместить сюда в библиотеку. Вот. И, соответственно, добавляю сюда видеоролики, которые вы можете посмотреть, может быть, чему-то научиться. Ну, понятно, что если человек уже профессионал, скорее всего, здесь будет для него мало знаний, именно технических, но, скорее всего, может быть, и использует какие-то моменты, лайфхаки, которые я использую в своей работе. Я вот часто смотрю профессионалов тоже, да, и маленькие вещички подчерпываю с их работ, с их, соответственно, опыта и перенимаю к себе. Что-то перенимаю, что-то мне знакомо. Вот, поэтому сегодня я покажу такие вещи простые, как соединение двух изображений на одно. Есть задача, например, соединить какие-то изображения. Иногда это приходится делать очень много, и не всегда под рукой есть нужные инструменты, какие-то программы или дизайнер. Вот, а вам нужно срочно и получить какое-то изображение, которое вы можете совместить на одну картинку. То есть, либо в таком виде, да, либо друг под другом. Но мы сейчас вот для альтернативы вот этой картинки сделаем изображение друг под другом. Я, чтобы этот экранчик не мешался, уберу его на другой монитор. Мне так удобно работать, когда два монитора. И, соответственно, откроем в фотошопе вот изображение. У нас есть два PNG изображения, которые нужно совместить на одной картинке. Вот. Как я это делаю? Это делается вообще элементарно. Скачивайте, там, устанавливайте программу Photoshop, у кого она есть лицензионная. Ну, кто-то иногда и не лицензией пользуется, или временной лицензией. Вот. Ну, не мне вам рассказывать, как пользуются специалисты программным обеспечением. В общем, открываем одну из картинок в Photoshop и, соответственно, видим. У нас с вами открылось изображение. Мы сразу выставляем вот такой инструмент, Crop Tool называется, это обрезка кадра, да, и она сразу вот здесь вот подсвечивается, видите, по краям. Если я сюда кликну, то появятся вот такие вот горизонтальные и вертикальные линии, которые, собственно, показывают, где предмет находится посерединке. Ну и мы можем, конечно, здесь рамочки поджать, сократить и так далее, но сейчас мы этого делать не будем, потому что нам нужно сразу же сюда, вот в это же окошечко, поместить второе изображение. В Photoshop создается дополнительный слой. Если мы просто берем и бросаем сюда вот таким образом изображение,
оно у нас накладывается сверху и появляется второй слой дополнительный. Вот, чтобы у нас было красиво и изделия смотрелись примерно одинаково, да, мы вот сейчас пока что не нажимаем галочку вот эту Enter, да, или Enter, или вот эту, а просто сразу же перетягиваем это изображение куда нам надо, несмотря на то, что кадра у нас меньше. Вот, ну, чтобы это по центру перетягивалось, вот видите, тут есть такая, появляется линия центральная. Вот, я ловлю эту центральную линию, зажимаю кнопочку Shift и просто вот вниз опускаю. Вот, ну, допустим, вот до сюда, да. То есть мы поставили элемент, чтобы у нас вот здесь горизонтальная линия как бы визуально отделяла, но чтобы потом смотрелось все единым кадром. И нажимаю вот эту кнопочку, либо на клавиатуре Enter нажимаю, и у меня все совмещается, да, и получается такое вот изображение, которое обрезает как бы, да. Но в Photoshop это слои, поэтому это отображается только видимая часть, которая, соответственно, была изначально создана. А создана она была по первой картинке. Соответственно, мы берем верхнюю часть, чуть-чуть подтягиваем сюда. И у нас, видите, пока что в режиме обрезки, в режиме вот этого вот кропа, да, у нас видно, что за кадром оказалась другая часть картинки. Мы ее подтягиваем. Берем также, хватаемся за нижнюю часть, вытягиваем до того ограничения, которое нам нужно создать, и нажимаем ОК, да, или Enter на клавиатуре, или Done. Вот. И теперь через Ctrl, у вас, наверное, Ctrl, у меня Command, нет, это Alt у вас, наверное, да, через Alt, и вот в этом месте, где слои в пустом тыкаете, и у вас все вот это размещается на одном экране, чтобы увидеть, как это у вас будет выглядеть картинка. Ну, мы видим, что здесь по краям немножечко еще отступы есть слишком большие, да, можем уменьшить, а можем оставить. В принципе, это не страшно. Вот. Все, мы изображение получили, оно как бы совмещено, и для верности мы, соответственно, все это дело сохраняем на компьютере. Вот, сохраняем на компьютере для того, чтобы впоследствии получить из него формат сжатый, оптимизированный WebP формат. Я уже всем говорил, что нужно создавать формат оптимизированный. Их сейчас делают, это очень популярно, да, и их создают для того, чтобы сайт быстрее грузился на мобильных устройствах или на компьютерах, без разницы, где есть не очень хороший интернет. Вот. Мы получили вот такое изображение на прозрачном фоне. У нас потому что PNG были картинки, PNG, да, там кто как говорит. Вот. Но картинка очень большая. Так как оригиналы были большие, поэтому картинка получилась там 8000 на 8000. Нам такой размер не нужен. Я обычно под сайт подрезаю. Ну давайте вот здесь сразу сделаем. Image size, то есть размер картинки. И мне достаточно 2000 пикселей по ширине. Все. А по высоте она сама сколько надо там подрежется. Вот. Получаем такую же картинку. Опять можем кликнуть вот здесь. Вот. И Ctrl-S нажать. То есть она была где-то примерно картинка 40 мегабайт, а сейчас она стала весить 8 мегабайт. Ну, смысл хранить огромную картинку я не вижу. Засорять место на жестком диске. Как правило, жесткий диск засоряется очень быстро, когда вы рисуете всякие дизайны и сохраняете все это в оригиналах. Ребяточки, я уже научен опытом, это прям бич. Жесткие диски можно покупать и покупать бесконечно. Поэтому сразу думаем об этом процессе и сокращаем картинки до нужных размеров для ваших задач. Лучше в следующий раз еще раз склеить и получить больший размер картинки. Вот. Получили картинку. По факту здесь я вам сейчас покажу, выведу опять сюда обложку. Finder. Вот эта картинка у нас есть. Кто маками пользуется, знает, что очень легко преобразовывать здесь в разные форматы. И непосредственно я сразу PSD картинку преобразовываю в картинку в JPEG. Вот. У меня получается JPEG. И этот JPEG уже весит не
8,8, да, 345 килобайт. 345 килобайт, уже белый фон. Мне для сайта этого нормально. То есть я мог бы и в PNG сохранить, да, из PSD-шки. Но вот сохранил в JPEG. То есть JPEG оптимизированный формат. Но мы стараемся еще больше оптимизировать, поэтому используйте любые инструменты. Я думаю, в сети найдете программы, которые работают на оптимизацию изображений. Я, например, использую старые программы. Такая вот есть старушечка такая под названием ABIC. Как-то она называется, не знаю. Ну, вот мне здесь нравится, у нее очень много разных функций, в том числе транскодер в ВБП. Стандартно я ставлю 85%, не заморачиваюсь сильным сжатием прям. Вот, кидаю сюда, соответственно, JPEG. Она вообще, программа удобна тем, что вы можете в Finder на всем компе найти полностью эти фотографии там определенного формата, засунуть сюда, и он их распихает по тем же самым папкам. То есть очень удобная функция, не надо лазить в папки и так далее. Вот, это для ускорения вообще всего процесса работы. Все, нажимаю конверт, соответственно, он помещает новую картинку рядом с той, откуда я взял ее. Вот, и размер уже этой картиночки будет 110 килобайт. Все. То есть размеры, вернее, 2000 на 2125 остаются, да. Вот, если посмотреть, это JPEG, это WebP. Все, ничего не поменялся абсолютно, просто очень качественно сжато, убраны все лишние данные и так далее, оптимизированный WebP формат для интернета. То есть, если бы вы делали из PNG картинку, да, то у вас WebP-шка весила бы побольше. Я это объяснял в одном из роликов. А если из JPEG на белом фоне, то она очень минимально весит, короче. Вот, все, такую фотографию можно размещать на сайты и пользоваться, ну, то есть будет очень красиво. Вот, то есть я вам показал процесс, как соединить очень легко в фотошопе любые картинки в любом варианте. Хотите, даже вот можете здесь же, да, немножечко подправить. Выбираете одну из картинок, вот здесь вот сбоку на слоях, и нажимаете клавишу Ctrl-T. Ctrl-T это изменить. То есть передвинуть. Или вот здесь вот можете выбрать назад инструмент. Крестик вот такой. Да, это просто вернуться к управлению слоями. К управлению теми изображениями базовыми, которые вы сюда добавили. Вот. И взять вот, допустим, эту картиночку. Только надо поймать ее за линию. Вот, поймал. И также передвинуть ее в сторону, сбоку. Вот сюда, да, допустим. И выбрать элемент обрезки и также передвинуть, посмотреть, где у вас рамки, да, можете вот так взять даже вот это все, поместить по центру, вот, и соответственно здесь подогнать под формат, под ширину, которая вам необходима. Вот, подогнали. Немножечко смотрите, да, здесь примерно там изделие одинаково с этим изделием. Ну, если что-то не устраивает, опять вернулись к крестику. Вот. И у вас здесь базовые картинки, они в большом формате. Хотя мы их уменьшили уже, конечно, да. Ничего страшного, если немножечко увеличите, у вас, я думаю, качество не поменяется, но изображение будет уже смотреться совсем по-другому. То есть вот на весь экран сделаете, качество не теряется, и, соответственно, можете в таком варианте сделать. Пожалуйста, работайте, совмещайте, иногда это надо. Я вот в своей работе часто это использую, у меня регулярно есть заказы, работы в этом направлении, и при модерации сайтов, контента. Это очень полезно будет контент-менеджерам, кто работает с сайтами, и, соответственно, вы можете соединять любые изображения вот так. Вместо того, чтобы грузить одну картинку на сайт и вторую, прописывать им HTML, чтобы они не расползались, а были в нормальном варианте на вашем сайте, вы можете просто сделать одну.
одну картинку, и уже у вас будет красиво наполненный сайт. Ну все, на сегодня мой маленький такой урок. Надеюсь, будет полезен. Если кому понравилось, поставьте лайк. Напишите в комментариях, что бы еще хотели увидеть, и я обязательно сниму короткие ролики, чтобы вы приобретали какие-то знания. Иногда кажется, что все знают, а на самом деле начинаешь объяснять это по 5-му, по 10-му кругу, одно и то же. И у меня времени не хватает на это, но хочется людей обучить. Таким образом, маленькими уроками буду показывать, кому интересно и так далее. Всем пока-пока, хорошего настроения, до новых встреч.